Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и сегодня, кстати, 3 миллиона просмотров на этом канале вот на таких вот обзорах. Что это такое-то, с чем это едят? Меня зовут Саня, канал Польза.нет, основной 455 тысяч подписчиков, и я обозреваю все. Вот этот смартфон Xiaomi 14 я купил на распродаже, как и вы, пришел мне за 9 дней. Это всем, кто рассказывает про то, что смарты так долго с интернета идут. Нет, не идут они долго. И таких подобных обзоров у меня на канале много. Что это вам дает? Вы, если отключите даже звук, и я вас слегка раздражаю своим голосом, вы сможете легко сравнить качество съемки тех или иных смартфонов, потому что гоняю их в одинаковых условиях. Я беру жесткий штатив Ulanzi и снимаю на камеру в основном в разрешении 4К 60 FPS, если оно это дело поддерживает. Потому что 8К смысла до YouTube нету, и одним кадром этот же обзор потом выгружаю на YouTube, и вы его видите. Поэтому вам необходимо подписаться по-любому на канал с колоколом. Я занимаюсь, в тысячный раз повторяюсь, каждый обзор и стрим каннибализмом. Рассказываю вам на 3 разных каналах об одном и том же устройстве, при том, что эти устройства чаще всего имеют недостатки. И когда ты видишь в лоб, что, допустим, этот смарт на пользу прожарки, польза стрима канале мы гоняли в играх не фонтан, а когда ты видишь на польза стрима вот этом канале, на котором вы сейчас смотрите основной модуль, и сравниваете, допустим, с Pixel 8 Pro, который попал в дождь, и это был очень интересный обзор одним кадром, посмотрите, но он справился, то создается впечатление, что флагманы идут куда-то не туда. Но мы не будем о грустном. Подписывайтесь на канал с колоколом. Напоминаю, что в телеге скидок минимальный ценник на него во время распродажи был 68. Это глобальная версия. Почему так дорого? Это спросите у Xiaomi. А еще когда зайдете в ритейл какой-нибудь, в обычный магазин, увидите его за 100 и поймите, что они вообще куда-то не туда пошли. То есть они реально в стоимости решили быть в районе вот этих вот яблок. Притом яблоки уже дешевле можно купить. Ты 15 яблоко можно за 60 купить, а 15 Pro уже дешевле можно приобрести, чем Xiaomi 14 Global. Вот такая вот белиберда. Еще раз повторяю, что основная миссия вот этого обзора одним кадром, чтобы вы увидели, как идет съемка на основной модуль в 4К 60 FPS, как отрабатывают микрофоны. Микрофон здесь, кстати, направленный. И начнем, в принципе, рассказ о главном. О главном что? Здесь у нас комплект. Комплект, в принципе, шикарный. Почему? Потому что, несмотря на то, что это глобалка, они еще не пошли по пути яблок и самсунгов, и Sony, и кладут сюда все. И кабель питания, и зарядник, который зарядит у вас смартфон за 45 минут на 100%. У кого-то, кстати, за 31 заряжает. И помимо этого еще и чехол. Притом довольно неплохой, силиконовый, зелененький, но не прозрачный. Это уже хорошо. Вот так он сможет снимать в довольно тривиальных условиях. На ультраширик не перейти, на фронталку не перейти, в отличие S24 Samsung, с которым я его сравнивал в лоб в обзоре. Обзор обязательно посмотрите. И обязательно скачайте исходники с моей личной телеги по фотографиям на ультраширик, основу, телевик, и все вам будет ясно. Так вот, заряжается он быстро, беспроводная зарядка есть, защита от влаги IP68, топил его, с ним все в порядке, китайскую версию топил, с ней все в порядке. Зачем топлю? Потому что могу. Ну, умрет. За 60 ультра от ZTE единственный смартфон, который был мной утоплен и утоплен в нуле. Это значит, что я даже корпус его продать не смог. Так что там минус 50 тысяч рублей. Все остальное у меня тонуло в легкой форме. 14 Pro iPhone у меня тонул и врубился в тот же день через час. Просто отрубили аккумулятор, подключили, следов влаги не было. И Flip Z5 поменялся экран. Но опять же, если бы я не был дурачком и не вскрывал его сам, то тогда бы это все дело было бесплатно. А так это очень дорого. По гарантии могли бы поменять. Ну, а Nubia со своим сервисом глобальным меня послала. Это нытье у меня каждый ролик, но не критично. Может быть, еще что-то добавится. Проще говоря, Xiaomi можно топить, не нужно топить. Разумеется, никакой соленой воды, но они на это способны. Следующее. Что здесь у нас внутри? Разумеется, Snapdragon 8 Gen 3, ему повезло, сегодня нет солнца, но такой же обзор одним кадром, по-моему, я делал на Xiaomi 14 китайской версии. И что мы все ждали? Мы ждали, что они благополучным образом у нас улучшат камеру и что-то сделают с процессором. Что они сделали? Они его задушили, и он все так же тротлит. Так же сбрасывается яркость, не критично.
То есть сегодня, допустим, у вас на основном канале можете посмотреть обзор на Realme 12 Pro Plus. Вот это вот прям дно. Он сбрасывает яркость через 20 минут до 280 люксов. Xiaomi так сильно не сбрасывает, и слава всему. Вот, но это все равно не игровой смартфон. ROG 8 однозначно будет предпочтительнее. Так какой же это смартфон? Это камерафон? Нет, я скажу, что он снимает неплохо, но опять же, если брать его и S24 и Samsung, который меньше, я бы, наверное, все-таки отдал предпочтение Samsung, даже на Exynos. Опять же, я не топлю за что-то. Почему? Сейчас объясню. Потому что, как я и резюмировал в обычном обзоре, вот смотрите, я советовал Xiaomi 13 и все еще советую. Почему? Потому что 46-48 тысяч рублей ты можешь купить его новый. Эта штука, даже 68 тысяч рублей, моментально теряет стоимость десятки. То есть я не знаю, кто пойдет на Авито и купит его дороже 60. Напишите, может быть, кто-то из вас реально его бэушный купил уже, там, двухдневный. Но это очень для меня странная история. Что здесь есть в отличие от китайской версии, почему за ним стоит бежать? Первое, здесь есть все бенды, и это хорошо. Помимо того, что здесь есть все бенды, разумеется, русский язык, разумеется, есть еще eSIM. eSIM для многих будет панацеей. Помимо eSIM, разумеется, можно запихать две карты памяти. Карту памяти запихать нельзя, можно запихать две симки физические. И инфракрасный ИК порт они запихали сейчас в блок камер. Ну, в китайской версии, опять же, вы это дело видели. Если говорить про, допустим, работу его с светом, цветом, контрастом и всем остальным, в стоке, в проф-режиме можно много чего сделать. В стоке я бы сказал, что это не самый, ну, даже близко не в, наверное, пятерке флагманов из тех, что у меня были в руках, которые бы я выбрал для фото и видеосъемки. Для фото и видеосъемки лучше будет Oppo Find X. Но это субфлагман. То есть это не даже Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi 14 Ultra делает классные фотографии. На него будет завтра обзор, сегодня прожарка, хотя он перегревается. Ну, то есть, как бы вам сказать, невозможно приобрести штуковину, которая будет во всем супер-мега волшебная. Если говорить про его размеры, он чуть больше, чем Samsung S24, чуть больше. И, разумеется, чуть больше, чем Zenfone 10 и скоро сейчас выйдет Zenfone 11. Откуда столько от меня негатива? Оттуда, что когда вышла Xiaomi 14, мы такие подумали, ну в глобалке через 4 с лишним месяца они и камеру допилят, и процессор. В итоге они процессор допилили, он все еще тротлит. Вот. Какие-то мелкие моменты из разряда, не знаю, там кому-то рамки не нравятся, кому-то неудобно, что экран прямой. Мне наоборот нравятся экраны, рамки. Но кислая мина у меня по той причине, что за каких-то там 5-6 дней в чехле это дело умудрилось у меня поцарапаться. Притом поцарапался он там же, где лежали все другие смартфоны и всегда лежат. И даже Samsung эти, которые царапаются о воздух, и пиксели, я не кладу туда ключи. И каким-то образом блок камер у меня поцарапан именно у Xiaomi. Никогда такого не было, и вот опять. То есть, в принципе, я могу делать вывод, что они специально сделали какое-то покрытие, которое приведет к тому, что ваш смартфон будет выглядеть как черт знает что через очень ограниченное количество времени, либо вам на вот эту вот блямбу с платформой из камер нужно делать какую-то наклейку. Это моя история, у вас история может быть совсем другой, может быть у вас какое-то другое стекло будет, пылинки будете сдувать, еще что-то. Направленный микрофон по мне работает отлично, камеры работают хорошо. Как он работает с светом и всем остальным вы сейчас видите, у него есть контраст такой не особо приятненький, но сейчас для камеры вообще идеальные условия, никаких бликов, рассеянный свет, легкий туман, плюс не особо и сильный ветер, как здесь обычно. То есть в целом можете посмотреть обзор одним кадром на Xiaomi 14, посмотреть на этот и понять, что. Понять неприятную вещь, что за смартфоны за $300 плюс-минус также снимают видео. А все остальное это вкусовщина и насколько у вас широкий и глубокий карман. И это хорошо, если он широкий и глубокий, но ценник в ритейле бред, а ценник в 70 тысяч рублей может быть, но с расчетом, что вы будете это дело приобретать
И будете морально готовы. Сейчас барабанная дробь, самая вишенка на торте, самая веселая. Недавно Xiaomi выкатила обновление, которое окирпичило несколько устройств. Окирпичивание не полное, хорошо, они ушли в ребут, у кого-то нет рядом сервисов, и люди в итоге потеряли информацию. Из-за обновления у Xiaomi. Да, когда-то мы говорим, что Realme OnePlus блокируют смартфоны, но так, чтобы люди теряли информацию, такое замутило только Xiaomi. Как много таких людей, не знаю, но у меня в комментах достаточно. То есть, проще говоря, теперь, когда вы собираетесь обновлять Xiaomi-шный смартфон, не включайте функцию автообновления, иначе вы можете потерять все данные. Если ты находишься где-то там без симки, у тебя активированные программы, вот, допустим, в моем случае у меня 2 банковские программы висят, которые можно поменять только находясь в банке. Банк в другой стране. Если предположить, что то же самое бы у меня было с Xiaomi-тами, ну я бы вскрылся. То есть это для меня была бы сразу ценник минимум 100, просто потому что они решили ребутнуть мой смарт. Не говоря уже о какой-то бизнес-информации, фотографиях личных и всем остальном. И когда я вот это вот накидываю из разряда, может быть, не так много спеков, что он там выбивает эти 2 миллиона баллов в Antutu, что у него storage тест UFS 4.0 просто супер, быстрая Type-C-шник. Да мне все равно, если у меня уйдет смарт в ребут. Вы понимаете? Какой бы он ни был волшебный, за такие деньги ты просто можешь потерять всю информацию, банковские счета, я не знаю, может у кого-то код под криптокошелек с биткоинами, а кто-то по-любому так влетел. Спасибо Xiaomi. В заметочках, да, кто не делает, разумеется, копию смартфона в облаке, иначе паролей-то можно лишиться, и я их понимаю. То есть подкололи они себя сами и с ценником, и с вот этим вот банкетом. Понятно, что они все это дело задушат, эту тему, но я буду вам периодически напоминать, что если вы приобретете этот волшебный смартфон и будете надеяться, что там будет какой-то супер секьюрити, оно будет великолепным. Оно просто может затереть всю вашу информацию в нуле и все. То есть потратите 100 тысяч рублей, проснетесь с утра, смартфон обновился и идите в сервис. Вероятно ли это? Теперь не 50 на 50, вероятно, 100% вероятно. Будет ли это? Это уже 50 на 50. Повторят ли это, а не банкет? Вот так сможете снимать на этот смарт. Сколько весит файл, вы сейчас увидите. Повторяюсь, из камерафонов за 70 тысяч я много чего могу назвать и делать это не собираюсь. Поэтому, если вам нужен Global, если вы фанат Xiaomi, если вам этот смартфон нравится, рекомендовать могу. Все подводные камни вам о нем рассказал. Девайсу от меня однозначное да. Смотрите полный обзор по ссылке верхней, смотрите прожарку, смотрите исходники фото и видео в моей личной телеге. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колоколом или перестану делать это мракобесие.